stories is about restoring some aspect of what went wrong in the relationships in Adam and Eve's family. То есть все эти истории, которые мы рассматриваем, они говорят о том, как восстанавливались ситуации, которые возникли в семье Адама. So just to remind us what restoration is, Sergey, before you start, you sat down. Would you like to read out the whole of this, please? Что такое восстановление? Восстановление происходит, когда вы обнаруживаете себя в позиции, схожей с положением Адама, Евы, Архангела, Каина, Авеля и так далее. Дальше? Тоже? Next. И вы сталкиваетесь с искушением совершить те же ошибки и продолжить сценарий падшей истории. Но вы выбираете не делать этого, и вместо того, чтобы действовать исходя из падшей природы, вы действуете исходя из изначальной природы и следуете своей совести. Вы разрываете сценарий насилия падшей истории. So what needs to be restored then? И что же тогда нам нужно восстанавливать? So the relationship between Archangel and Eve. Отношения между Архангелом и Евой. And so this is a little bit about the Archangel's nature. И здесь немножко о природе Архангела. So Alisa, could you read out? Отношения между Архангелом и Евой. Мужчины наследовали природу Архангела контролировать и обладать, и иметь сексуальные отношения с женщиной ради собственного удовольствия и благополучия. Okay, so you can see this as this has been going on for the whole of human history. Мы можем видеть, что это все происходит в течение человеческой истории. Finally, this kind of behavior has been exposed in the newspapers, certainly in America and Europe. I don't know about here. И такой тип поведения, он транслируется во всех СМИ, журналах и так далее. Я вот не знаю, еще в России СМИ. We have the Just Me movement, Just Me, what's it called? Me also? Есть какое-то движение, Just Hashtag Me Too. Да. Me Too. И они используют хэштег MeToo. And it's really terrible, so many women all over the world have experienced this kind of stuff, harassment and all this kind of stuff. И это очень ужасно, что вот многие женщины по всему миру, они вот такое вот. So that needs to be restored, okay? И это нужно восстанавливать. And also, Edgar, could you read that a little bit out of the bottom there, please? Женщины унаследовали склонность к соблазнению сильным мужчиной и желание соблазнять. And so often you see powerful men, and often photographs in newspapers of powerful men, and they're surrounded by lots of women. They like to be, they're attracted to powerful men who've got lots of money, and they just want to be surround this kind of a man. Yep. Очень часто мы видим такие вот изображения, да, очень сильных, классных мужчин с деньгами, вокруг которых много-много девушек. И суть в том, что девушки, они сами хотят быть в обществе этого мужчины. And to want to seduce somebody like that. You notice that too? Вы наблюдали такое? So again, both of these are aspects of fallen nature inherited, or fallen nature which came about because of the fall. Это все падшая природа, которая перешла к нам от падения. Okay, so this is where Abraham had his, little disagreement with Nimrod. Это Ур. And then he travelled here to Haran, И вот он пошел в Харан, and they settled there. и там остановился. Then after Terah, the whole family moved. Then after Terah died, then God said to Abraham, go down and live in Canaan. И после того, как Тера, она умерла, Бог попросил Авраама переместиться вот туда. That's the passage you read before, leave your country. Мы читали свои слова, где Бог говорил, So they went down into Canaan, and when they arrived in Canaan, they found there's a famine, so they moved down into Egypt. И вот они в Ханан отправились, и потом там в Египет тоже пошли. Losing track. I think Nikolai Ivanovich, is it your turn? Николай Иванович, ваша очередь. Когда в местности возник голод, Авраам направился в Египет, чтобы переждать там. Перед тем, как он вошел в Египет, он сказал своей жене: «Я знаю, что ты красивая женщина, и когда египтяне увидят тебя, тогда они скажут: это его жена. Затем они убьют меня». Но они... Just stop them. So what are the Egyptians like? Who are the Egyptians like?
Кто нравился египтянам? Что нравится египтянам? А? Who are the Egyptians like? Какие были египтяне, простите? They're like, Внешность какая у них была? Like a person. What do you mean? Like, okay, the Egyptians say, he said, the Egyptians will say, they will say you're a beautiful woman, they'll kill me so they can marry you. Who are the Egyptians like? То есть, в They're соответствии с like тем, me. что Oh, you got it, Julia, yeah. The Egyptians are like me. Yeah, I wanted to marry my tutor's wife and I wanted my tutor to die. Remember? Юля сказала, египтяне были как вы. И он вспомнил историю, когда он хотел жениться на жене его классного руководителя. That's the fallen nature. Вот это падшая природа. Carry on, please, Nikolai Ivanovich. Продолжайте. Затем, значит, они убьют меня, но они оставят тебя живых. Скажи им, что ты моя сестра, чтобы я был в безопасности благодаря тебе, и чтобы мне оставили жизнь ради тебя. Когда Авраам вошел в Египет, египтяне увидели, что женщина была очень красивой. И когда принцы фараона увидели ее, они расхватили ее перед фараоном, расхвалили перед фараоном. И женщина была взята во дворец фараона, и ради нее он хорошо обошелся с Авраамом. Okay, so remember I talked about that episode with the sons of the ruler. Yeah, it's a similar sort of thing going on here. The sons of the Pharaoh saw she's very beautiful, so Pharaoh invited them round for tea. Помните, мы говорили про сына Фары, который вот видел, что кто-то там очень красиво, вот пригласил на чай. Where does it say chai in there? Чай? He said they invited them round for chai. Okay, this is how it went. Но вот как на самом деле было. So the Pharaoh sent an invitation to Abraham and Sarah to come round for tea. Фара, или я не знаю, Фарес? Сара же, да? Сара. The Pharaoh. Фараон, простите. Простите, фараон, значит, отправил приглашение Саре и Аврааму. Фара вроде отец Like фараон. Pharaoh is the king of Egypt. Фараон, король Египта, хорошо. So he sent an invitation to Abraham and Sarah to come round for tea. Отправил приглашение Аврааму и Саре, который написал: приглашаю вас на чай. So they came round for tea at the finest china, lovely cakes. Они пришли к нему на чай, там был вкусный чай, очень милые тортики. And мороженое. Мороженое. And then the pharaohs thought that found Sarah so beautiful that they stayed the whole afternoon. Фараон понял, что Сара она очень красивая, поэтому они вот весь вечер были And the вместе. pharaoh said, "Would you like to stay for dinner?" So they stayed for dinner. Фараон сказал, может, вы еще на ужин останетесь, и они остались. And then after dinner they had coffee and mint chocolates. После ужина был кофе и мятный шоколад. And then the pharaoh said to Sarah, "I'd like to invite you to stay in the palace." И фараон сказал Саре: я бы хотел, чтобы ты во дворце осталась. And Abraham, there's a very nice Airbnb just outside the palace. You can go and stay there. You know what Airbnb is? Я сам спрашивала. Okay. There's a nice hotel outside the palace. Why don't you go and stay there? Ты, Авраам, вот тут у нас есть очень классный отель рядом с дворцом, можешь там остановиться. And so Sarah was taken to her bedroom, И, в общем, Сара вошла в его спальню, and there's a lovely feather bed, и там была красиво заправленная постель. and she opened the wardrobes, Он открыл гардероб, and there are lots of beautiful dresses and designer shoes. там было очень много дизайнерских платьев и красивой She обуви. went to the dressing table, И там вот такой комод. and there's lots of Chanel 5 and there's lots of nice creams for her hands and her face. В общем, на нем стояли такие Шанель номер 5, разные крема, лица и для рук. And there's someone to do her fingernails И кто-то там ей маникюр еще готов был and her сделать. toenails, lots of fresh fruit. Куча свежих фруктов. And so she had a very nice night.
У нее была очень хорошая ночь там. And there was a nice sauna the next day, and На следующий beautiful день gardens with roses. хорошая сауна, баня, красивый сад с розами. And this is how the days went by. И вот так вот проходили деньги. Then one evening there was a knock on the door, И в один прекрасный вечер фараон постучался в дверь. and Pharaoh came in, Зашел, and he sat on the chair, and he started talking to Sarah. сел на стульчик и начал с Сарой разговаривать. And he said to Sarah, "You're the most beautiful, wonderful woman I've ever met. Он сказал, ты самая прекрасная, восхитительная женщина, I'd из like всех, to кого я invite- встречал когда-либо. I'd like to invite you to marry me, to become the queen, to become my queen, the queen of Egypt, and the wife of the most powerful man in the world." Хочу, чтобы ты женилась на мне, на человеке, который... Ой, вышла за меня замуж, простите. На человеке, который является фараоном Египта и вообще очень And he замечательный carried человек. on chatting her up, Ну, потом вот они общались. chatting her up. Ну, общались дальше, разговаривали. А? А, хорошо, флиртовали. And then he put his hand out to stroke her hair. Потом он вот начал волосы ей трогать. And God had sent an angel to protect Sarah. А Бог отправил ангела, чтобы защитить Сару. But the angel wouldn't do anything without Sarah's instruction. Но ангелы не могут ничего делать без инструкции Сары. So as soon as the Pharaoh put his hand out to stroke her hair, Sarah said to the angel, "Give him a slap." И вот как только ангел подошел к Саре, а фараон начал трогать ее волосы, Сара скомандовала ему дать пощечину фараону. You have to translate this bit as well properly. And the Pharaoh jumped out of his seat. И фараон просто вскочил со своего He стула, went to the cupboards. "Who's in this room with me?" и он начал, ну как бы, искать, кто еще в этой комнате. He looked behind the curtains. Он посмотрел за He шторами, looked under the bed. под kроватью, There's nobody. There's no one there. но никого он не нашел. So he thought it's his imagination. Он подумал, наверное, это мое воображение. So he sat down again, Он сел обратно started chatting her up again. и вновь стал флиртовать с When he, Сарой. when he felt the time was right, he put his hand out to stroke her hair again. Когда почувствовал, что время опять пришло, он вновь руку к ее волосам And протянул. again, Sarah said, "Give him a slap." И Сара опять сказала, ударь его. And he jumped up, looked around everywhere. Он вновь вскочил со своего стула и опять стал осматриваться. Still nobody there. Но все еще никого не было. Anyway, after about an hour of this, Но час прошел после этого he еще. thought, this evening didn't turn out how I expected. Он подумал, ну вот этот вечер не стал таким, как я ожидал. Too much Ansu. Слишком много ансу. And he went to his own bed, he went to his own room and went to sleep. Потом он пошел в свою собственную спальню и уснул. And he had a dream. А? He had a dream. И ему приснился сон. And God said, "Sarah is the wife of my prophet Abraham." А Бог ему приснился и сказал, ты знаешь, Сара, она жена пророка Авраама. And so he got such a shock, he got on his mobile and called Abraham and said, "Come round for breakfast." У него случился шок, он проснулся, позвонил Аврааму и сказал, Авраам, срочно приезжай. ко мне в город». And over breakfast the next morning, the Pharaoh described what had happened and he gave Sarah back to Abraham. Они все встретились за завтраком следующим утром, объяснились, в чем дело, и фараон вернул Сару Аврааму. And he also gave Sarah Hagar, who was his daughter. И он также отдал ему свою дочь. He gave his daughter Hagar, Ага. Hagar to be Sarah's maid. Свою змею. Служанка. Служанка. И он дал ему еще служанку Агарь. Because he thought it would be a great honor for his daughter to become the maid of the wife of the prophet of God. Потому что он почувствовал, что это будет большая честь для него отдать свою дочь в качестве служанки для посланника Бога. I don't think Hagar saw it like that. I don't think Hagar saw Но я it не like that. думаю, что Агарь думал так же. Anyway, so you might wonder, well, what's going on here? И вот, может быть, вам интересно, What's the meaning of this story? в чем суть этой истории, в чем смысл?
So if you remember, during the time of the fall, there was Lucifer, Eve, and Adam. Вот во времена падения были Адам, Ева и Люцифер. And between Lucifer and Adam, Lucifer appeared to be the much more impressive person. Much more impressive. И вот Люцифер, он был очень таким Впечатляющий. впечатляющим, да. Не знаю. He's very powerful, very sophisticated, very knowledgeable, and much older. Очень умный, очень сильный и намного старше Евы. And as we said, Adam was still organising a football match between the gorillas and the chimpanzees. Ну, а Адам, он все еще организовывал футбольные матчи между гориллами и шимпанзе. So from Eve's point of view, Lucifer looked like the better. И поэтому, partner. с точки зрения Евы, Люцифер выглядел как наиболее привлекательный партнер. So restoration is this. А восстановление — это вот так. So Sarah finds herself in a similar situation to Eve. Когда Сара находится в том же самом положении, что и Ева. She has to make a moral decision and choice. Ей нужно принять моральное решение, выбор. She has to choose between marrying the most powerful man in the world and becoming the queen of Egypt and living a life of luxury. Она должна выбирать между тем, чтобы выйти замуж за очень сильного, властного человека и жить такой счастливой, роскошной жизнью. Or wandering around the Middle East with Или, Abraham, living in a tent and a sleeping bag. или жить в спальнике и ходить по свету вместе с Авраамом. So she had to make a choice. И вот такой вот у нее был выбор. And she overcame the temptation to become the wife of Pharaoh and the queen of Egypt and live a life of luxury, and she remained faithful to Abraham. И она преодолела вот это вот искушение выйти замуж за такого человека, как фараон, жить в радости и So she роскоши. overcame the Eve nature that she'd inherited, and she overcame that, and she established a new way of thinking, a new way of feeling, a new way of behaving. То есть она преодолела то, с чем столкнулась Ева, то, что она унаследовала с течением истории от Евы. And she did it by listening to her conscience. И она это сделала только благодаря тому, что слушала свою совесть. That's how she purified herself. Так она себя очистила. So that's why when her children were born, they were born with less fallen nature than she was. Поэтому, когда у нее родились дети, они родились с меньшим количеством падшей природы, чем было у Сары. So when we talk about the purification of the blood lineage, this is what we're talking about. Поэтому, когда мы говорим об очищении линии крови, это именно то, что мы имеем в виду. People find themselves in the same situation the archangel Adam or Eve, Люди сталкиваются с теми же ситуациями, что и были у Архангела, Евы и Адама, and purifying themselves and then their lineage of these evil elements. и очищают себя и родословие вот этих элементов зла. And so the Pharaoh also gave back to Abraham Lot, his nephew, and lots of wealth, and as I said, his daughter. Да, и также фараон не просто отпустил Сару, но дал ей богатство, и Лоту дал служанку Агарь. Any questions? I have a question about Agar. She was Pharaoh's daughter, or Okay, the tradition is from the Talmud that she was an Egyptian princess and the daughter of Pharaoh, yeah. Агарь, да, она была египетской принцессой и дочкой фараона. and after she became saver of Abraham, She became what? saver like saver. Okay, I'll talk about that story tomorrow perhaps. Завтра еще поговорим об этой истории. А Лот это племянник же, да, был? Да. So, you know, you think about it, Sarah is a remarkable woman, yeah? Да, то есть Сара A real hero. действительно является героем. So, you know, this is how it's happened, and so you'll find in your own lineage similar people overcoming and purifying their own things so that you could be here and you could have met and encountered true parents. То есть на самом деле, скорее всего, в вашем родословии тоже были люди, которые очищали
ваше родословие от вот этих элементов зла, и поэтому вы здесь сейчас могли встретить истинных родителей. And so for those second gender here, then that's why your parents went through the sort of formula course, trying to overcome lots of baggage or bad habits that they were born with and inherited, so that you could be born in a better state than they were. А вот у детей второго поколения у них были такие родители, которые прошли этот сложный путь формулы, в течение которого они очищали свою младшую природу, и ну, вот вы это все тоже унаследовали. Well, so people talk about change of blood lineage, it sounds terribly abstract, but it's all practical. Поэтому, когда мы говорим изменение линии крови, это все звучит очень абстрактно, но на самом деле все очень практично, если так рассматривать. The principle is practical. Принцип, он максимально практичный. You're sitting here listening to me. Вот вы сидите и слушаете меня, This is something I meant to have said 3 days ago, but I'm sorry I forgot. но кое-что я 3 дня назад хотела вам сказать, но забыла. While you're sitting here listening to me, you might, while you're sitting, while you're sitting here listening to me, you should also be listening to your conscience. Пока вы здесь сидите и слушаете меня, в то же время вы должны слушать свою Because there's a совесть. part of yourself here, this is where you'll feel it, where something will say to you, yes, what Uncle William is saying is true. Потому что совесть — это часть вашей души, которая где-то здесь находится и которая может ответить, да, действительно, дядя Уильям правильные вещи говорит. And then sometimes this part here will feel, oh, I don't quite agree with what he's saying, I don't think it's right. Но иногда что-то здесь может вам подсказывать, ну, на самом деле я не очень согласен с тем, что он говорит And сейчас. it's that you should be listening to more than listening to me. И значит, что вот это вот место, вашу совесть, вы должны слушать больше, чем вы слушаете меня. And so everything I'm saying, you should be evaluating according to, does this resonate with my original mind and my heart? Does my heart tell me this is right or not? Поэтому все, что я вам говорю, вы должны проверять через свою совесть, резонирует ли это с ней, с вашим сердцем, с вашей изначальной душой. And sometimes your heart will say, yes, that's right, but I wish it wasn't. Но иногда ваше сердце может сказать вам, да, он прав, но как бы я хотел, чтобы это не было It's правдой. that thing there. Do you feel that part of yourself? Чувствуете вот эту вот вашу часть? Yeah. So that's why Father said, you listen to your conscience above your teacher. And that's what it means. I'm standing here teaching, but you also need to evaluate and judge everything I say according to your conscience and original mind. Поэтому истинный отец говорил, что совесть, она стоит прежде любого учителя. И вот я здесь стою перед вами как учитель, но на самом деле прежде всего вы должны слушать вашу совесть. And that's what you should trust. И это именно то, чему вы должны доверять. So when I first heard the principle, it's that which told me this is true, that the principle is true. И поэтому, когда вот я впервые столкнулся с божественным принципом, именно вот здесь я почувствовала, да, это истина. That make sense? Понимаете? Oh, sure. Okay, it's 20 past 5. Gone 23 minutes past 5, so I should stop. Я должна уже останавливать. So I hope you all have a nice, enjoyable evening, and well, see you at dinner, I guess. Хорошего вам вечера. So, спасибо большое.